Белый маг покера, рекордсмен, истеричка Лас-Вегаса – все это про одного человека, которому нет равных на мировой серии покера – Фила Хельмута. Его можно любить или ненавидеть, но нельзя отрицать, что он легендарный игрок. Как белый маг покера начинал свою карьеру и сколько браслетов он хочет выиграть за свою жизнь. Не переключайтесь, это Академия покера, и сегодня рассказываем вам захватывающую биографию Фила Хельмута. И перед тем, как мы начнем, лайк, подписка и колокольчик. Сделали? Тогда поехали. Покер-рум, покерок. Большое поле турниров. Еженедельный фри-ролл $150. Бонус 100% на первый депозит и, конечно же, встроенный хат. Больше информации в описании под видео. Фил Хельмут родился 16 июля 1964 года в США в штате Висконсин. Семья у Фила была большая, у него есть 3 младших сестры и брат. Родители не проявляли интереса к картам. Мама работала скульптором, а отец декана в Висконсинском университете. Именно туда поступил Фил, закончив среднюю школу. Как и многие покер-про, Фил познакомился с покером в общежитии. Его соседи показали ему эту игру. Так родилась любовь с первого взгляда. Хельмут быстро понял, что играет намного лучше своих сверстников, поэтому решил превратить это увлечение в заработок. Больших денег у студентов не было, и Фил начал находить компании более старших и состоятельных людей, без проблем обыгрывая их. На этом этапе хорошо прослеживается талант будущего покер-про. В то время не было книг, солверов и других обучающих материалов. Фил познал игру сам, но и домашние посиделки с бизнесменами не давали достаточного экшена молодому студенту. Где крутятся все азартные деньги мира? Разумеется, в Лас-Вегасе. Именно туда и нацелился Фил. Сколотил банкролл в $20 000, он отправился покорять город грехов. Знаете, чем закончилась эта поездка? Так же, как и у 99% других известных игроков. За 2,5 месяца Фил просадил все деньги и вернулся в родной дом. Отбил ли отрицательный опыт его любовь к картам? Ровно наоборот. Он снова вернулся за столы с более слабыми игроками и стал копить деньги на очередную вылазку. После первой неудачи Фил больше никогда не был на грани банкротства. Он забросил институт и стал уделять больше внимания игре. А дальше все завертелось. Золотые браслеты, слава, рекламные контракты и звание белого мага мира покера. В то время покерных СМИ практически не существовало, поэтому о похождении Фила в Вегасе известно мало. Но его имя стало узнаваемым в 1989 году. В возрасте 24 лет Хельмут смог выиграть главное событие, став в то время самым молодым чемпионом в СОП. Он заработал колоссальные для того времени $755 000. На то время Фил стал самым молодым игроком, который смог одержать победу в главном событии. И этот рекорд он удерживал почти 20 лет, пока не уступил Питеру Инстагейту в 2008 году и Джо Кадда в 2009 году. После этого карьера Фила стремительно пошла вверх. Он стал принимать участие в каждой мировой серии, занимать призовые места и выигрывать новые браслеты. До 2000 года Фил смог заработать еще 5 браслетов, а уже в 2007 году его ввели в зал славы покера. Как и многие покеристы, он заслуживал такой почести намного раньше, но правила отбора беспощадны. Номинантом должно быть не менее 40 лет. Отношение семьи Фила к его увлечению было негативным, но покер-про смог убедить их в том, что это его призвание. Он пообещал отцу, что если выиграет Мэйн в 1989 году, то купит ему новый Мерседес. И пригласил его в Вегас на финал турнира. Фил одержал победу, отец получил новую машину и больше не высказывал негатива про увлечение своего сына. На сегодняшний день Фил заработал уже 17 золотых браслетов. Это абсолютный рекорд мировой серии. Его ближайшие оппоненты имеют в активе только 10 наград. Последний браслет Фил заработал в 2023 году, доказав, что преклонный возраст не помеха. Он продолжает разрывать за столом как молодых талантов, так и своих сверстников. Мы напомнили о браслетах Фила не с целью еще рассказать о величии белого мага покера, а поведать о его доброй душе. Дома Хельмут хранит только самый заветный, первый браслет главного события. Все остальные он раздал и продолжает дарить родственникам и друзьям. Несмотря на имидж резкого и несдержанного игрока, Фил на самом деле ежегодно занимается филантропией. Он регулярно устраивает благотворительные турниры и сам не против поучаствовать в подобных событиях, если его туда приглашают. Но в отличие от других игроков, Фил делает это без каких-либо огласок. Если бы Фил просто выигрывал золотые браслеты, он бы не был таким популярным. Благодаря своему поведению за столами он привлек к себе внимание режиссеров покерных проектов и стал часто появляться перед телекамерами. Чем же так выделяется Фил?
Думаем, вы не раз видели его выходки. Он может хамить своим соперникам, в некоторых случаях послать, а после его угрозы сжечь казино некоторые игроки настаивали на серьезном пенальти. Интересно, что большую часть времени Фил спокойный и рациональный человек, но проигранные раздачи или блефы соперников выводят его из себя на несколько минут. Покерное сообщество уже давно привыкло к его шуткам, но в начале 2000-х такие выходки вызвали бурный интерес. Именно поэтому Фила стали часто приглашать на популярные шоу High Stakes Poker, The Big Game и ряд других программ. На некоторых Фил выступал нормально, в других даже покидал шоу после удачных блефов соперников. Но именно за это мы и любим смотреть на Фила. Он настоящий шоумен. Правда, иногда он действительно перегибает палку. И каждый раз покерное сообщество ему все прощает. Помимо успехов за покерными столами, Фил написал целую серию книг. Правда, в отличие от Склански и Харрингтона, их нельзя назвать обучающими. Это больше история из покерной жизни. Например, Фил и карманные пары. Хельмут против Чена. Фил проиграл 5 раздач и продолжает учиться. Выдающаяся раздача Хельмута на ВСОП и так далее. Большинство книг вышло 10 лет назад, а последняя вовсе не имеет отношения к покеру. Она называется «Positivity» или просто «Позитив». Книга рассказывает о том, как нужно с позитивом смотреть на жизнь и какие прелести она будет возвращать. Не хотим умалять труды Фила, но «Позитив» похоже на одну из сотен тысяч других книг по личностному развитию и исполнению желаний. Но стоит отметить, что книгу рекомендует сам Тони Роббинс, который годами дает бизнес-тренинги по всему миру. Фил любит внимание. На его счету есть несколько реклам, сотни появлений в покерных шоу, подкастах и интервью. Но этого Покер Про мало. И 15 лет назад он придумал еще одну фишку – эпатажно появляться на главном событии мировой серии. Началось все скромно. В 2005 и 2006 годах Фил подъезжал к главному входу на черном лимузине. Водитель открывал ему дверь, после чего Хельмут шествовал к столу в черной кепке опального рума Ultimate. В 2007 году Фил понял, что это не так уж и эпатажно, поэтому появиться он решил на гоночном болиде NASCAR. Правда, в этот год ко входу его также неизменно привез лимузин. Не рассчитав скорость, Фил влетел в бетонный отбойник. Хельмут оделся легким испугом, но не отказался от костюма гонщика и прошел к столу в окружении эффективных девиц. А уже в следующие годы начались настоящие представления. 2008 год – образ военачальника Джорджа Смита Паттона. В отличие от 4 звезд на каске генерала, Фил сделал 11 звезд на своей по количеству выигранных браслетов. В 2009 году Цезарь. К столу Фил шел в мехах с золотым лавровым венком и осыпаемым по пути лепестками роз. В 2010 боец ММА в перчатках и расшитом золотом халате. 2011 скромное появление в виде репортера ACPN, даже без девушек. Общество не оценило наряд, но, возможно, таким образом Фил отдал дань уважения своему прошлому, когда он комментировал ВСОП и покерные шоу. После этого Фил решил взять небольшой перерыв и появлялся на главном событии в образе простого смертного. В 2018 году он возобновил традицию и приехал на ВСОП в образе бога Тора. Сперва он подъехал ко входу в казино на мотоцикле и проследовал к столу в окружении уже 12 девушек, снова по количеству браслетов. В 2019 году Фил практически не играл на серии. Его пригласили отдохнуть, и Хельмут не удержался. Запустив фото возле частного самолета, он улетел тусить и вернулся только под завершение серии. В 2021 году Фил наконец-таки нашел подходящий образ – Гэндальфа из «Властелина колец». После этого появления он получил свое прозвище «Белый маг покера». Кстати, в этом году он вышел не один, а с Дэном Кейтсом, который был в образе Сарумана. Друзья даже нашли время для непродолжительной битвы на мечах. Следующие появления Фила были уже не столь эффектными. В прошлом году он пришел в костюме Дарта Вейдера, который был до неприличия обтягивающим трико. А на прошедшей серии в образе величайшего шоумена, который тащил за собой клетку с Дэном Кейтсом. Тот был в костюме короля льва. Фил – убежденный семьянин. Со своей будущей женой Кэтрин он познакомился еще во времена студенчества, а поженилась пара в 1990 году. Несколько лет спустя они переехали в Калифорнию, где и живут по сегодняшний день. У четы
Хельмутов есть недвижимость и в других городах. Долгое время Фил имел особняк в Лас-Вегасе, но пару лет назад решил его продать. У Кэтрин и Фила есть два сына – Филипп III и Николас. Их отношение к покеру не так широко освещается, они не появляются на турнирах, и отец не рассказывает об их увлечении. Кэтрин же пару раз появлялась на мировой серии, но покер точно не ее хобби. Она успешный доцент кафедры психиатрии в Стэнфордском университете. Как мы уже упоминали, Фил активный филантроп, хотя и не носит никаких нашивок. И не слишком хвастается своими достижениями на благотворительном поприще. Он часто организует благотворительные турниры по покеру со знаменитостями, а также дает уроки состоятельным людям. По некоторым данным, инициативы Фила помогли собрать более 50 миллионов долларов. На чем зарабатывает Фил? Вы думаете, Фил Хельмут зарабатывает только покером? Вовсе нет. Покер для него, скорее всего, хобби, которое дает весомый доход. Неплохие дивиденды Фил получает от спонсорских контрактов. У него есть собственное агентство недвижимости, а также своя линия одежды. И не стоит забывать, что Хельмут регулярно организовывает дорогие домашние игры. Кто на них собирается? Настоящая загадка. Но по рассказам Poker Pro он заработал там миллионы долларов. В копилке Фила немало рекордов, помимо 17 браслетов. Расскажем о самых интересных достижениях американской легенды. Фил рекордсмен по вторым местам на ВСОП. Он 14 раз финишировал в шаге от победы. 75 финальных столов на мировой серии – лучший показатель среди всех участников ВСОП. Хельмут – единственный игрок, который смог выиграть главные события в СОП и в США, и в Европе. Фил единственный, кто смог выиграть браслеты в 50-летиях. Хельмут не особо жалует онлайн-покер. Ходили слухи, что за пару лет он смог заработать всего чуть более 15 тысяч долларов онлайн. Хельмут был амбассадором Ultimate Poker. После скандала он настоял на расследовании и возвращении игрокам 22 миллионов долларов. Сегодня Фил Хельмут занимает 20 место в списке самых прибыльных игроков с призовыми почти в 30 миллионов долларов. Несмотря на свой возраст, а Poker Pro в следующем году исполняется 60 лет, и он продолжает активно играть. Отыграть плотное расписание на мировой серии для него не испытание, а сезонная работа, с которой он отлично справляется. Так что мы еще не раз услышим о его победах. Белый маг покера не собирается уходить на покой. На этом наше видео подходит к концу. Надеемся, вам было интересно. И если такой формат биографических роликов вам заходит, рекомендуем посмотреть на канале Академию покера и другие выпуски. Биографию Тома Двана, Дэна Смита, Фила Айви и Никиты Бодяковского. Спасибо за просмотр. Ставьте палец вверх и пишите в комментариях, биографию какого покериста хотите посмотреть в следующий раз. Всем пока-пока.